Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такой можжевельник, которого, скорее всего, вы даже и не видите, не замечаете. Дело в том, что этот можжевельник очень сильно зарос ежевикой. Но у этого можжевельника очень интересная форма с несколькими ветвями в разную сторону. Я подумал, сейчас я его расчищу от этой самой ежевики, от всяких сорняков, которые забивают его. И, скорее всего, сделаю из него неваки. Конечно, делается это все не за один раз, не за один момент, но, тем не менее, процедуру эту стоит начать. Сразу хочу сказать, что ежевика растение очень колючее, поэтому лучше взять вот такие перчатки для сварки, чтобы уберечь свои руки. Потому что рвать, скорее всего, придется и руками, ну где-то будем вырезать ее секатором. Приступаем. Ну вот, от ежевики очистили. Теперь уже появился у нас наконец-то сам можжевельник. И что мы видим? Ну, в первую очередь, мы видим, что здесь большое количество сухих веток. И вот расчистку самого можжевельника мы, естественно, начнем с удаления этих самых сухих веток. Ну вот, сейчас мы повырезали все сухие ветки, и теперь переходим к следующему этапу. Следующий этап – это удаление ненужных веток, живых, но ненужных. Наверняка кто-то спросит, а зачем же мы удаляли сухие, если мы сейчас будем удалять все остальное? Дело в том, что я все-таки советую идти именно таким путем, потому что когда мы удалили сухие, у нас уже появилась более четкая структура. Мы видим, какие ветки нам нужны, какие не нужны. Что значит нужны, не нужны? Ну вот, прекрасная ветка, она растет в горизонтальном направлении. Но мне не нужны вот эти маленькие, боковые. Мне нужно, как у всякого нормального неваки, есть, конечно, разные стили, чтобы вся растительность была вот там на концах. А вот эта ветка, видите, уходит в сторону вот той. Она мешает, мы ее удаляем. И из этих двух, ну, наверное, оставим, да, более толстую. Вот так вот. Тоже поудаляем вот эту вот всю поросль мелкую. Но сильно особо не удаляйте. И подстрижем чуть-чуть кончики. Кончики вот этих всех веточек маленьких. Для чего мы это делаем? Чтобы, естественно, она начала как следует куститься здесь, ветвиться, становиться пушистенькой. Это веточка. Подрезаем и снизу, и сверху чуть-чуть. Вот у нас отличная ветка получилась. На конце растительность, которая начнет там разрастаться. Здесь у нас фактически все чистое. Обязательно отходим в сторону, рассматриваем силуэт дерева и продолжаем работу уже над следующей веткой. Вот ветка, которая растет внутрь, которая совершенно нам не нужна. Безжалостно удаляем. Вот ветка растет не туда, куда надо. Вот это. Вот это. Напомню, работать здесь очень неудобно, на склоне, поэтому, если уже занял позицию, желательно с нее все работы и делать. Вот эту. И, наверное, это удаляем. Вот. Опять отходим в сторону, смотрим и приступаем к следующим веткам. Много веток можно не оставлять. Очень важный момент. Мы обязательно удаляем все ветки, которые перекрещиваются. Видите, вот как ложится одна на другую. Просто безжалостно их удаляем. Вот так вот. Пожалуй, удалю и вот эту ветку.
В самом начале видео я сказал, что ниваки делается не за один раз. Его надо делать на протяжении нескольких лет, нескольких сезонов. Но вот то, что мы сделали сейчас, это уже заготовка для ниваки. Мы срезали сегодня очень большое количество, ну процентов 70, если не 80 его веток, его побегов. Конечно, для растения это стресс. И поэтому на вот этот год ближайший мы оставляем его в покое. Следующую обрезку уже надо будет проводить следующей весной. Пускай приходит в себя, пускай наращивает снова зеленую массу на своих кончиках ветвей. Не верьте, если вы видите заголовок, что ниваки за 9 минут. На ютубе встречаются такие. Это не ниваки, это только вам покажут, как делать заготовку. Наберитесь терпения. Ну и напомню, что только вы сами определяете, какой силуэт будет у вашего растения, ну или в данном случае у вашего ниваки. Поэтому вы сами решаете, какие ветки удалять, какие не удалять. Я оставил 4 ветки, постарался, чтобы они росли в разные стороны. На каждой верхушке будет нарастать такая зеленая подушечка. А вот посмотрите, какой еще есть замечательный можжевельник на этом участке. Расчистили ему низ. Оставили только наверху крону, такой зонтик своеобразный, 2 ствола, там подпорка даже стоит. Великолепнейшее растение, каждый раз хожу, любуюсь. И если бы не этот склон, если бы тут было ровно, поставить под ним лавочку, в тени его отдыхать, дышать вот этим воздухом, наполненным фитонцидами, оздоравливаться. Изумительное растение. Но по поводу лавочки, может быть, сделаем здесь какую-то небольшую такую терраску, выровняем здесь и поставим эту лавочку. Ну, посмотрим. В общем, можжевельник – это прекрасное растение для того, чтобы делать из него ниваки и как раз тренироваться на нем для начинающих вполне нормально. Можжевельник – пластичное растение, погубить его достаточно сложно, все равно он будет отрастать. Поэтому не бойтесь, если у вас есть какой-то можжевельник бесформенный, как вы считаете, который не украшает ваш сад, попытайтесь сделать из него ниваки. Может, это станет изюминкой вашего сада. Ну а на сегодня все. Всего доброго!